школе нас учат, что мы живем в самой великой стране в мире с великой и древней культурой. Средь оплывших свечей вечерних молитв. В детстве меня окружало множество книг, так что я никогда не ходил в библиотеку. Среди них первой, оказавшей на меня большое влияние, была детская адаптация «Приключений Гаргантюа и Пантагрюэля», написанных Франсуа Рабле в XVI веке. Из нее я узнал кучу необычных слов, а также о том, что есть Париж, а в нем собор Парижской Богоматери. Интонации автора и некоторых персонажей стали моими интонациями. Я думаю, что сам юмор этой книги впитался в меня. От строк липли волосы нам на вспотевшие лбы. И уж точно иллюстрации Гюстава Доре оказали решающее влияние на мою страсть к рисованию, и впоследствии я в меру сил воспроизводил именно эти гравюры. Вторая важная книга детства стала и так и осталась, наверное, самой важной прочитанной мной книгой в жизни. Я говорю про «Легенду об Уллиншпигеле». Этот роман, наверное, определил мое отношение к происходящему на улице, вне дома, и похоже, что повлиял на характер и какую-то внутреннюю систему ценностей. Время шло, и однажды я вылетел из дома в тот мир, о котором раньше только читал. Сперва я оказался в Израиле, чья история уходит в библейские времена. Здесь есть множество античных развалин. Вполне логично, что фильм «Иисус Христос. Суперзвезда» снимался именно здесь, где и происходила оригинальная история. Вторым увиденным мной заграничным местом оказалась Прага, которая стала столицей чешского государства в X веке. Главный собор Праги Святого Вита начали строить в XIV веке, через 5 лет после того, как Московский Кремль обнесли новыми стенами и башнями из дуба. Ротонда Святого Мартина XI века на 276 лет старше древнейшего храма в Москве. Потом была Барселона, когда-то римская колония, завоеванная карфагенинами и названная в честь Гамилькара Барки, отца знаменитого полководца Ганнибала. И, наконец, Париж, который потрясает до глубины души. Тоже когда-то римская колония и римский форт. Здесь я увидел множество того, о чем раньше только читал. Здесь я увидел прототипы многого, что у нас принято считать нашей собственной гордостью. А ведь и «Войну и мир», говорят, Толстой написал под впечатлением то ли от «Отверженных» Виктора Гюго, то ли от романов Стендаля. В Шартре я, наконец, почувствовал то, что знал и раньше. Русский народ просто один из самых молодых народов Европы, поэтому всюду полно древностей, которые куда древнее наших. Если не знакомить школьников с другими культурами, то им проще внушить мысль о величии собственной культуры. А эта мысль о том, что у нас великая культура и история, очень кстати оказывается, когда жизнь кругом бедная, бесправная и архаичная. Вспомним, что культурный изоляционизм – это, наверное, неотъемлемый атрибут авторитаризма. Заставить людей жить плохо проще, если они не знают, что может быть иначе, и утешаются величием своей истории.